дружище, ну мне надо работать. Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня у нас вторая часть мармезонского балета под названием «Формирование ниваки из сосны горной». Вот она у меня на заднем плане, как можете видеть. Кстати, если кто-то не видел видео именно с первым, когда мы делали из куста, то есть разделяли наши слои, наши облачка, вот, я здесь где-то вот здесь вот подвешу ссылочку. Можете посмотреть первую часть, а потом зайти и уже посмотреть на вторую. Собственно, что мы будем сегодня делать? Мы растянем наши облачка на разную высоту, вот, закрепим их и сформируем плоскость. То есть у меня здесь есть сетка специальная, на которой мы будем формировать наши слои именно по плоскостям. Будет очень много съемки от первого лица, поэтому досмотрите видео до конца, оно будет очень подробное, вы будете прямо в процессе, так сказать. То есть я буду показывать именно сам процесс изнутри. Поэтому это будет очень подробная, очень классная инструкция по формированию ниваки. Первое, что нам нужно, у нас здесь сетка 15 на 15. Можно и меньше немножко брать, 12 на 12 очия, можно 10 на 10, в принципе, но с ней чуть-чуть будет более сложно работать. Вот, для того, чтобы эту сетку резать, я взял вот такой инструмент. Можно делать это болгаркой, если хотите. Это у нас для того, чтобы вот эти колышки можно было забить, на которые мы натянем, так сказать, тарелки. Вот эти вот, для того, чтобы придать им нужную форму правильную и нужный уровень. Вот этими стяжками мы будем привязывать ветки. Я взял черного цвета для того, чтобы они не сильно отличались, потому у нас и так вот будет целая конструкция. Здесь у нас веревка для того, чтобы натягивать наши тарелки на нужный уровень. Ну, не знаю, достаточно слабая. Ну, посмотрим. Вроде бы как достаточно. Секатор, если нужно что-нибудь обрезать. Ну и перчатки, естественно, потому что мы будем работать с сосной, а сосна, как известно, у нас вся полностью в смоле. Я взял старые дырявые перчатки, так что извиняйте, для того, чтобы их не жалко было просто выбросить, вот, после того, как они полностью будут в смоле. Здесь мы взяли пару бамбуковых палок, вот таких, для того, чтобы нашу верхушку вытянуть наверх, то есть максимально, насколько возможно, она у нас в согнутом состоянии, мы ее немножко как бы вытащим наверх. Ну и, собственно, сетка. Сетка у нас ржавеющая, вот, но она нам нужна всего лишь на 1 год, и потом мы ее снимем, поэтому, в принципе, я думаю, что она отлично отстоит. Примерно где-то 1,5 миллиметра толщиной, может быть, ну, чуть-чуть больше миллиметра толщиной проволока, очень жесткая, стальная, то есть для того, чтобы тарелки наши держали форму, потому как если вы возьмете мягкую сетку, просто у вас за счет постоянного натяжения у вас выгнет ее назад. Вот, поэтому сетку надо брать достаточно жесткую, на этом не жалеть. Есть еще, кстати, кроме металлических, есть композитные. Вот, их тоже можно использовать. Может быть, я еще возьму сучкорез и пару пеньков отрежу, потому что даже зрители писали, вы оставили пеньки, хотя говорили, что не надо их оставлять. Да, сейчас я вижу, это мы сейчас исправим. Первым делом у нас здесь есть вот такой бамбук и стяжечки. Мы сейчас закрепим нашу вершину. Хорошенечко затянули. Я закрепил побег. Он у нас такой как бы изогнутый получился. Очень так достаточно крепко все у нас держится. Вот. Я думаю, этого достаточно. Теперь приступим, собственно, к формированию тарелок. Мы можем сделать именно на верхний ярус сделать 3 одного слоя. То есть вот посмотрите, у нас 1, 2 и 3. А остальные нижний, так сказать, ярус, мы его наоборот как бы опустим чуть-чуть. Вот, соответственно, я думаю, что у нас все четенько получится. Вот, может быть, мы еще этот ярус мы тоже опустим. Вот мы с него, собственно, и начнем, потому как это у нас такая ветка получается самая нестабильная. Вот, мы, собственно, с ее и начнем. Так, итак, что следующее? Следующее у нас, то есть по размеру получается шапки. Нам нужно вырезать проволоку, которой мы, собственно, и будем вязать наши ветви. Мы имеем сетку, вот такую. Вот здесь у нас лапа. Вот, мы берем примерно, выбираем центр лапы. И будем сейчас нашу лапу растягивать. То есть мы берем и аккуратненько как бы сеточку у нас, видите, я просто высвобождаю
ветки для того, чтобы сетка провалилась куда надо. Теперь что мы сделаем? Мы привяжем полностью все ветки у нас к этой сетке. Мы будем первым вязать более толстые ветви, потому как самые большие ветки, они хуже всего гнутся, и, соответственно, привязывать их будет сложнее всего. Вот так я ее наклонил. Видите, сетка у нас теперь горизонтально на земле лежит. Вот. И привязываю опять следующие максимально толстые ветки. Вот здесь у нас вот можно видеть. Аккуратненько привязываем сюда. Вот сюда. Так, есть. Видите, уже лапа приняла форму. То нам надо лапу натянуть вот на вот это вот расстояние. Чем мы, собственно, сейчас и займемся. Она у нас будет красиво, горизонтально, параллельно земле. Вот. И, собственно, таким образом мы добьемся так называемой слоености. Вот. Мы свечки наши повытаскивали все, чтобы у нас наверх они были. Они у нас достаточно красивой такой формы, то есть округлой, можем видеть. То есть у нас сетка занята практически полностью со всех сторон. Вот. Поэтому, в принципе, мы можем, то есть, видите, у нас распределены ветки, у нас меньше всего вот здесь, но здесь есть из чего нарастать. То есть у нас есть почки вот они, почки вот здесь. Соответственно, мы распределили по всей поверхности хорошо нашей лапы, так сказать, все наши потенциальные почки и потенциальную структуру вывели, так сказать, наверх. То есть мы из этого можем сформировать полноценную лапу. То есть самый главный принцип, ребята, чтобы ветки смотрели во все стороны, вот здесь. То есть во все. Вот. Тянете туда-сюда, куда вам нужно. Вот. И старайтесь не пересекать. Не пересекать. Вот. У нас тут есть некоторые моменты, но мы это доработаем позже уже стрижкой в следующий раз. Вот. Пока мы и растянули как есть. Вот. И будем с этим уже работать и дальше. Вот так вот. Так что сейчас мы натягиваем нашу горизонталь. Для чего? Объясню горизонталь. Во-первых, это очень красиво смотрится. То есть, когда у нас в горизонте лапа, это классно смотрится, это раз. А во-вторых, так на лапу больше всего попадает света. То есть максимально, когда она горизонтальна, то есть все лапы вот растянуты, так сказать, у нас попадает отличное большое количество света. Вот, пока мы сейчас вот это все дело растянем. Собственно, сейчас я вам это и покажу. Мы завязали наш горизонт, и что самое главное, я сделал горизонт чуть-чуть заваленным, как бы. Для чего это сделано? Для того, что нитка у нас слегка послабнет. Пройдет дождик, роса, полив, вероятно, и она слегка послабнет. И получается, она немножко вернется как бы в исходное положение. На примере вот этой лапы сейчас я объясню, что я, собственно, делаю. Уже растянул в горизонте, можете видеть, вот они растяжки. Что, собственно, важно при том, когда вы саму лапу формируете? Важно, чтобы у вас ветки были везде, вот по всему периметру, видите, и внутри. Так же самое. Вот у нас здесь место пустое, но вот здесь почечка есть, вот здесь почечка есть, вот здесь. То есть и уже, скорее всего, это у нас заполнится. То есть когда вы распределяете, вот вы привязали к сетке, ваши ветки привыкают в такой позиции где-то за годик, за полгодика, может быть, за годик. Зависит от толщины веток. Вот. И после этого вы через время сможете отвязать. Обычно мы отвязываем через год. Вот. Через год. А через полгода обязательно все надо будет стяжки проверить и перевязать. Потому как древесина утолщается. Вот. Ветки утолщаются. И очень... стяжки, которые очень сильно впились, то есть которые прям затягивал я, вот, скорее всего, их надо будет срезать и по новой перевязать то, что будет уходить. Вот. Через год
ветка привыкнет к своему положению, то есть она примет горизонт, древесина нарастет в нужных местах, и она таким образом останется, и ее можно будет спокойненько отвязать. Здесь надо будет следить за снегом, то есть срушивать с лап снег, потому как лапы, если они молодые, они достаточно подвержены воздействию веса снега, вот, потому как сама лапа будет плотная, вот, будет держать сугроб на себе. Поэтому будьте внимательны и снег состряхиваете. Вот. И, соответственно, то есть я высвободил все ветки, стараюсь, чтобы ветки у меня не смотрели вниз. Вот смотрите, я прям увидел, вот достал ее. Ну и да, я ее опускал специально, чтобы она у меня немножко привыкла там. Все правильно, да. Вот. Потом, когда у нас лапа сформируется, мы посмотрим. Видите, вот здесь ветка перекрещивается, такого не должно быть. То есть должно быть все как бы у нас торчать как солдатики. И мы что-то из этих веток уберем. Скорее всего, мы вот эту отрежем. Мы ее можем, в принципе, и сейчас отрезать. Ну, пускай будет на всякий случай. Мало ли что-то потом поломается и не из чего, неоткуда будет взять. Вот. Поэтому привыкает лапа в такой позиции. И следующий прием, третья часть, я вам покажу уже, собственно, что надо будет делать дальше. Красавчик такой, да? Красавчик. А усищи какие? Усищи. Хищник. Хищник. Ты хищник, да? Да, я слышал о твоих успехах. Что там птицы? Где там птица? Посмотрим. Так, ты мне будешь помогать или мешать? Вот, на данный момент что мы сделали? Мы сделали лапу в горизонте, мы ее сделали так, чтобы она была у нас в горизонте, то есть натянули. Вот, привязали к сетке все веточки, распределили их по поверхности равномерно лапы, то есть у нас такой вот овал получился. Вот, со временем эта форма будет корректироваться, вот, скорее всего, это будут круглые лапы. Ну, а там посмотрим. Вот, это уже будет корректироваться обрезкой, и в следующих частях, я надеюсь, что я доживу до того момента и покажу вам, то есть, что мы делаем дальше. То есть, вот такая у нас вторая часть. Вот это вот основной, так сказать, рецепт. Вот. Сейчас я еще поудаляю кое-какие пенечки, потому что я после обрезки я это делал на камеру и, в принципе, не сильно обращал внимание. Был больше как воодушевлен съемкой, поэтому пеньки, которые у нас вот пооставались, мы все это дело удалим. Вот. Ну, это еще не поздно. Они у нас еще свеженькие, все хорошо. Как можете видеть, сосна не загибается. То есть прошел месяц после обрезки. Вот они пошли свежие приросты, свежие свечки. Вы можете видеть. В принципе, какие-то почки проснулись, какие-то нет. Но я думаю, они еще допросыпаются, потому как, во-первых, дерево после стресса. То есть наш, ну, назовем это деревом, потому что сосна это на самом деле дерево, хоть и карликовое в нашем случае. Вот. Но так как мы его обрезали и убрали большую часть массы, то у нас попросыпаются многие почки и дадут все-таки прирост. Ребята, это очень сложный выбор. Смотрите, у меня здесь ветка, вот она ветка и вот она ветка, да? То есть 4 ветки подряд идут. И я хотел бы проредить. Также я посчитал, что у меня будет в общей сложности 10 тарелок. Вот. А это как бы не очень хорошо. Лучше, чтобы было нечетное количество. Вот. Поэтому мы оставим, скорее всего, из этих двух одну. Вот. И как я, собственно, принимаю решение, какую мне ветку оставить, а какую вырезать. Смотрите, здесь у меня полноценная здоровая тарелка получается, очень сильно наполненная, а здесь как бы половинки нет. И эта половинка у нас, вот видите, засохшая просто была ветка, ее отрезали, не знаю по какой причине, но она, видите, вот у нее достаточно сильное ранение. То есть вот эта часть, она в принципе может отпасть полностью. И несмотря на то, что я бы хотел бы, конечно, эту оставить, так как она ближе к основанию у нас находится, вот, мне придется оставить эту. То есть, соответственно, вот эту я ветку удалю. Сейчас я покажу. То есть, это, конечно, достаточно жестко, но вы всегда должны четко принимать решение, четко отдавать отчет, что вы себе хотите получить из этого растения. И поэтому безжалостно удалять все, что нет, в чем нет необходимости.
Видите, я принял решение и удалил. То есть я вам рассказал, почему я именно удалил именно эту ветку. Вот здесь можете видеть такое ранение, его можно поближе увидеть. Вот, соответственно, вот эта часть ветки у нас вполне через время может отмереть. Вот. Либо быть больным, либо отставать, либо еще что-нибудь. То есть она достаточно некрасивая. Ну и мы, в принципе, я принял решение удалить именно эту ветку. Вот. Соответственно, у нас здесь проредилось место, и мы сейчас вот эту тарелку, так как у нас здесь больше места, а здесь между тарелками меньше, и мы вот эту тарелку, мы ее просто подвинем вот сюда, вот так натянем, и вот так она у нас согнутая и останется. Видите, вот соскочила, улетела, да? Вот, я ее сейчас растяну и, собственно, натяну именно вот в это место, и вот эта древесина через год одревесневеет, и она уже никуда не денется, это ее будет настоящее место. Тут вот как раз пример классный. Вот смотрите, я растянул лапу, и вот одна ветка у меня торчит вниз. То есть я вот так вот лапу натяну сейчас, она у меня станет в горизонте, вот так даже. Вот. И вот эта ветка, она будет внизу, она мне не нужна. То есть, видите, она торчит вниз, очень некрасиво. Поэтому мы ее уберем, заодно и пенечки тут пообрезаем. А сейчас я возьму камеру и прям покажу вам вблизи. Вот смотрите, то есть я уже растянул наш Ниваки, я вот опущусь ниже, и вы можете видеть вот здесь вот слои. То есть вот у нас слой, вот он слой чуть-чуть выше, вот здесь, то есть вот тут. И я немножко проредил, посмотрите, убрал достаточно большую ветку, вот, потому как если вы хотите что-то классное, красивое сделать, ваши руки не должны трястись в таком случае. То есть если надо что-то удалить, вы удаляете. И посмотрите, какая красота получилась. То есть одну ветку я снес вот здесь, и у нас теперь четкая структура. Вот отсюда прям очень хорошо видно. Вот у нас вот здесь помпон, ну, будем называть их тарелки, потому что это не помпоны, это на самом деле у нас будет Ниваки, очень красивый. И я натянул вот эту ветку дальше, у нас практически перекрестия нет, теперь у нас ветви не перекрещиваются нигде, вы можете заметить, то есть уже у нас более-менее похоже это все на настоящий, так сказать, Ниваки. Шапки у нас распределены, соответственно, то есть видите, одной над другой нет. У нас здесь вот здесь шапка была под вот этой. То есть у нас тарелки теперь распределены, каждой будет хватать света. Вот. Они все идут послойно, очень красиво, очень гнутые структуры. Вот, я поудалял пеньки, на которые жаловались зрители из первого видео. Да, пеньки не нужно оставлять. Вот, и вы можете видеть, вот сейчас прям четко видно. Теперь посмотрите верхушку. То есть я ее поднял, закрепил на бамбуке. Вот, и уже расставил следующие, так сказать, следующие тарелки. То есть, ну, вот это у нас заготовочки на следующие тарелки. Они у нас, как и положено быть верхним шапкам, у нас самые маленькие. Вот, ниже следуют, в самом низу у нас самые большие, насколько это возможно было оставить. Вот. Ну и, собственно, что я здесь сделал? То есть я вставил сетку, и изначально к сетке прикручиваются самые толстые ветви. Вот, для того, чтобы вы как бы разжали. То есть разжали, вот у вас, грубо говоря, я показываю лапу. Не обращайте внимания на дырки в моих перчатках, я их взял специально, чтобы мне было не жалко их выкинуть. Вот видите, они полностью в смоле, то есть я сейчас их выброшу и скажу им до свидания. Вот, то есть я разжал, то есть у меня была лапа вот так росла, я ее разжал и распределил по сетке. Вокруг у нас везде есть побеги. Видите, везде есть у нас свежие побеги и почки. То есть ветки не кончаются пеньками. То есть все везде заполнено. И таким образом я повторил с каждой нашей тарелкой. То есть таким образом вы теперь можете видеть, что я с ними сделал. Вот. Теперь каждой, так сказать, тарелочке нашей, облаку я придал горизонтальную структуру. Немного под наклоном, потому как нитки будут послабляться. И наши, так сказать, тарелки выйдут именно в горизонтальную структуру. Вот. То есть это у нас второй этап. То есть я
Здесь показываю вторую часть, будет еще третья и четвертая, то есть и будет очень интересно, но, ребятки, надо будет подождать годик-два, потому что с сосной быстро не происходит, в чем ее, в принципе, и прелесть, потому как вы ее сформировали, раз в год к ней прикасаетесь, и она вас радует постоянно, то есть посмотрите, очень все красиво, очень классно, очень слоененько, так как такой хороший пирожочек. Хозяин сказал, что уберет эту спирею. Вот, вообще здесь все растения надо будет убрать. И, скорее всего, здесь сделается клумба. Вот, здесь будет полностью переделываться ландшафт. Останутся только большие крупные растения. Вот. А нижний слой, то есть вот эти вот цветочные, все поменяются. Вокруг бассейна все. Вот. Ну и, соответственно, вот это дерево, оно будет здесь акцентным. Поэтому всем спасибо за просмотр, спасибо за то, что смотрите меня, за то, что пишете классные комментарии. Подписывайтесь, у нас будет еще очень много интересного. Я буду делиться с вами секретами ландшафтной архитектуры, вот, потому как имею в этом огромный опыт. Всем спасибо, до новых встреч!